Добрый день, друзья! Хочу сразу начать ролик, решил записать, и первым делом я хочу извиниться за то, что я пропал. Я знаю, есть люди, подписчики, которые следят, задают вопросы, куда я делся. Все, слава богу, хорошо, но на данный момент, как я и писал, работа занимает, основная моя деятельность занимает, к сожалению, все время и все силы. Я занимаюсь сейчас съемкой документальных образовательных роликов, в основном для школ, для студентов, но как бы то ни было, занимает все время. И на все остальное у меня лежит несколько ящиков железа, несколько ящиков, понятно, они немножко меньше, чем топоры, ящик объективов. И не хватает просто сил, но хочу реабилитироваться и записать видео, и заодно сказать, что даже те же документальные видео, фильмы, видео, я сейчас снимаю образовательные ролики на советскую оптику, советскую мануальную оптику, фотооптику, потому что ее очень легко адаптировать на современные камеры. И получается классно, получается интересно, с интересным таким легким налетом пленки. Честно говоря, рекомендую попробовать. И заодно и доказывает, что эта оптика имеет право на жизнь и, как говорится, спокойно может себя еще показать. Стандартно 58 мм, 73 год, судя по вот этой цифре в начале. И самое интересное, что он, вот здесь видно, производитель это Беломо, или Беломо, или Беломо. То есть это Минск, насколько я помню, делал. Очень хорошие линзы. То есть я сейчас вот те же зелененькие, вот здесь видно такие бежевато-белые. Очень легко определить, это качественные. Если они здесь зеленые, это значит, что, скорее всего, это делает завод Юпитер Валдай, и качество у них уже не то. Здесь у него передняя линза вроде как в отличном состоянии. Надо будет ее, конечно, вылезать хорошенько. Вот. И у меня есть здесь проблема, здесь абсолютно нет заднего линзоблока, и не крутится диафрагма, вообще стоит, скорее всего, оно просто затянуто намертво, и нет юстировочных колечек. Что мы будем делать? Естественно, его нужно будет пересмазать. У меня есть донор. Это у нас такой же гелик, но это у нас, кстати, довольно ранний номер. Еще здесь даже нули. Это КМЗ, то есть Красногорский механический завод, правильно, если я не ошибаюсь. КМЗ, Красногорск. У него очень сильно убитая передняя линза. Это на свет сейчас не видно, на свету видно, она вся исцарапанная. Я хочу просто взять и позаимствовать у него задний линзоблок целиком, какой он есть. И юстировочные колечки. Кстати, хочу сказать, опять же, интересную вещь. Я снимал недавно короткий метр, короткометражный художественный фильм, минуток на 6. Они там, средняя длительность минут 10. И снял полностью на советские, то есть это художественный фильм, снял полностью на советские линзы. Снял вот на такой замечательный Юпитер 11 с таким великолепным, таким, не знаю, малиновато-фиолетовым просветлением. Бомбезное стекло, да, темноватое, да, на открытое оно, конечно, софтит, если вот полностью открыта диафрагма, но у него есть характер, у него есть душа у этого объектива. Снял на 135-ку, вот, 135 мм, 4 у него максимально открытая диафрагма, и снял на старый добрый Юпитер 8. Это просто классика. Здесь уже, конечно, просветление есть, но оно не цветное. Полтинничек, тоже 68 год, КМЗ, и якобы даже импортный вариант, потому что по-английски написано Юпитер. Вот на вот эти два объектива, и буквально в одном кадре я использовал зеркальный Industar 61 LZ-шку, потому что не влезал. По расстоянию надо было очень близко снимать, и поэтому здесь же минимальная дистанция метр, вот тут и написано. А здесь аж 2,5 метра минимальная, вот здесь, да, аж 2,5 метра. Поэтому приходилось иногда влазить немножко другим стеклом. Но все полностью на 100% снято советскими линзами, фотообъективами. Полностью художественный фильм. Он выйдет в сети, и, может быть, даже я вам его покажу. Давайте приступим. Здесь идеально целая и чистая диафрагма, сухая, просто новая. Мне кажется, он вообще в состоянии нового, но какой-то балбес его раскрутил и не смог закрутить, потому что у него здесь нет юстировочных колец. Можно банально открутить вот так и проверить. Я думаю, что потому что это как бы самый первый случай, если не крутится диафрагма, значит он затянут намертво, нет юстировочных колец. 95%, что это так.
потому что, ну а что там может быть еще? Выкручиваем. Все, пожалуйста. Но тупо нет колечек. Колечки мы возьмем, я думаю, что они подойдут. Линзоблок. Мы банально, я его уже сдвинул, банально выкручиваем отсюда. Выкручиваем, потом это будем все протирать, вылизывать. И вкручиваем вот сюда. Подходит? Подходит. На некоторых оно не подходит. Где-то линзоблок разбирается на линзы отдельно. Подходит? Да, подходит. Нам повезло в этом отношении. Но я вот взял два вот таких вот беленьких и очень надеялся, что они конструктивно подойдут. Все. Кстати, хочу сказать спасибо Виктору Галенковскому. Посоветовал мне на последнем видео, посоветовал мне смазку. Я ее вот урвал. Чуть ли не последнюю, уже говорят, с производства сняли. Стоила она вначале 1800, потом я увидел 1200. Мне уже продали за 800, и я храню ее просто в шкафчике в доме. Мне хватит ее там на полжизни. В плюс 40 показала себя замечательно. Сразу хочу сказать, да, спасибо, реально бомбезная смазка. И экономная, и отлично себя показывает. Самое ужасное, я боялся, что мне зальет просто какая-то там вода или жидкость, или какой-то там осадок от смазки зальет мне камеру, но в плюс 40 в машине, когда мы там еле живые ехали, ничего, все в порядке, все отлично, она не течет, ничего не выделяет. Бомбезная смазка, спасибо. Кстати, тоже хочу похвастаться, буквально там полминутки, ребята мои делают, знакомые ремесленники пробуют себя в ювелирке, так хотят вот начинать, подзабытое дело, и тоже попросили сфоткать, точно так же хочу попробовать на советскую оптику. Колечко, оно Макумыгана, видно вот прослоечку меди, вот попробуем, что из этого получится, и тоже такой вот кулончик. Вот будем пробовать, хочу попробовать именно на советскую. Погнали с разборкой. Стандартно у нас есть колечко фокуса, вот болтики, снимаем, откручиваем. Так, у нас оно снимается назад. Насколько... Да, да. Ага, аккуратно, там что-то у нас трусится. Нет? Нет, все в порядке. Все, кольцо фокуса снято. Смотрим, что... у нас здесь просто куча грязи, я понял. Далее. У нас сняли мы кольцо фокуса, вот у нас оно. Открылся геликоид. Вон он, алюминиевый, светленький. Многозаходная резьба. Итак, кольцо с метками, среднее кольцо. Скорее всего, я трогать не буду, хотя и его можно раскрутить, вот эти болтики, для того, чтобы правильно почистить. Но на самом деле, если все полностью снять, можно его оставить. То есть, снять вот эту всю часть, и останется у нас геликоид, резьба, вот с этим колечком, и все вымыть. Это просто проще, чтобы вы потом не думали, правильно ли вы его поставите или нет. Все же, на данный момент, пока я не открутил, вот у вас стоит, это вот при разборке, у вас стоит оно в правильном положении. Вы точно знаете, что его никто не разбирал или собрали правильно. У нас есть, видите, красную полоску, и вот здесь, посмотрите, я сделал маленькую меточку. То есть вот полностью в открытом положении, вот я его открыл на максимум, все, и сделал маленькую, ее не будет видно или не будет даже понятно, просто царапнул прямо на уголочке. И вы должны знать, чтобы правильно собрать точно. У вас после того, как вы это соберете, или вот это положение выставите, вот они должны, красная линия совпасть, и вот эта вот царапинка. Все, это для того, чтобы вы не ошиблись при сборке или не мучились, как я с одним объективом, помню, 6 часов провозился, потому что не нашел видео с правильной подробной разборкой. Все, дальше откручиваем вот это колечко, вот эти болтики. Откручиваем колечко, которое ходит по геликоиду, и снимаем всю эту часть, и у нас останется геликоид и вот это среднее кольцо с метками. И вот пошло. Пошел. Все, выкручиваем эту шайбу против часовой стрелки, вот она. Опа, все, сорвали. Все это надо будет протирать, остатки смазки. Ну и все это у нас вот таким образом просто выходит. Да, забыл один момент, давненько не разбирал эти гелиусы, честно говоря, уже просто вылетел. Вот, внутреннее колечко, вот оно. Тоже, которое идет по геликоиду,
перед тем, как его снять, нужно будет просто выкрутить вот этот стопорной болт. Как опять же не забыть? Очень легко берем и вот напротив этого болтика, вот я поставил маленькую меточку вот в самом плотном закрытом положении. То есть, ну, можно выставить и в таком. Но лучше вот мы до упора докрутили перед разборкой. И вот чтобы у нас при таком же положении, при сборке, вот маленькая меточка, царапнул отверткой, вот напротив этого винтика. И точно так же будем собирать. Все. Вот мы его вот так выкрутим и вон ту смазку все вымоем. И после этого уже будем собирать. Пока я обедал, мое место заняли. Ты еще мне язык показываешь? Еще мне язык показываешь, да? Эй! Бандит! Ух ты! Негодник, а мохнатый. Так, садимся за работу. Двигаем пацана. И садимся. Ну, с кресла. Так. И продолжаем наши дела. Итак, смазка. Что мы делаем? Берем зубочистку и просто наносим какое-то небольшое количество, выдавливаем с тюбика. Вот столько, например. А ну, наводись. Вот. И небольшими порциями, ну, все примерно понимают, как это делается. Берем и аккуратненько начинаем аккуратненько размазывать. И вот так вот. Вот туда. Потом, когда начнем разрабатывать вот это все, и остатки лишние убираем. Ну, по стандарту это. Операция не хитрая. Главное, все это аккуратно размазать. Вот уже плавно ходит. Все, и таким образом везде размазываем равномерно, и все. И будем начинать уже собирать. Далее щелкаем, ищем паз. Где этот паз? Вот он. Ищем болт. И вот так вот совмещаем. Почти. Все, он встал на место. Все, совместили. Это есть. Давай. Угу, вот. И далее, скорее всего, здесь надо смазать, насколько я понимаю. Пусть даже чуть-чуть. Да, наверное, надо, я возьму и смажу тоже немножко. Потому что иначе бы она не была белая и такая гладкая. Чуть-чуть смажу. Вот так буквально. На кончике. Что-то мне кажется, что здесь надо. Так. И тогда уже поверх вот этой вот прижимной шайбой. И закручиваем. После этого будем уже среднее это кольцо. Вот мы его зафиксировали. Так. И уже после этого нужно будет, естественно, его прикрутить. Вот. И после этого уже будем вот это вот. Фокусировочная. Помните, я делал меточку? И вот эта меточка. Вот она. Вот напротив красной линии. Все, значит, мы точно его накрутили правильно. Теперь осталось только его закрутить и затянуть вот этими болтиками. Так, немного он люфтит, но мне кажется, что они все немножко люфтят. Сколько геликов через меня прошло, у них всех хвостовик немножко вот люфтит. И вот этот звук. Так, все смазано. Естественно, я смазал еще и паз, по которому ходит вот этот болтик, вот эта вот часть. Тот же паз, потому что туда-сюда ходит, туда-сюда гоняет по этому болту, поэтому точно так же немножечко смазать, без фанатизма. Все, давайте последнее кольцо накручивать, садим. Все. И затягиваем. Совпало? Совпало. Все, затягиваем теперь болтами. И уже будем заниматься линзоблоком. Механическая часть готова, ходит она очень плавно. Единственное, конечно, раздражает, вот он люфтит. Но, как я и говорю, оно реально люфтит вот на очень многих. А ну, возьмем даже этот. И здесь, вот. И здесь, то есть, вот на этих геликах это прям минус, оно реально люфтит.
Вот, но поработаем немножко. Я не думаю, что это будет сильно раздражать, тем более его можно использовать для фото. Ну и для видео, можно и для видео, само оно все очень плавно ходит, все вот хорошо. Все смазано, все классно. Ну вот немножко вот здесь вот в начале оно. Если вот не делать так от начала, от упора, то есть оно вот только в этом месте, вот только в этом месте. Может быть, если присоединить к камере, надо будет потестить, оно не будет. Вот это вот играть, этот переходник, ну, видимо, конструктив у них такой. Так, протираем эти линзы все. Я попробую линзоблок протереть, если он в порядке, тогда я его оставлю в покое. Так, сейчас мы его посмотрим, если он в порядке. Я говорю, его лишний раз не трогать, не залазить туда, чтобы грибок, влагу, какую-то грязь туда, пыль не тащить. Сейчас проверим на свет. Если в порядке, закручиваем, оставляем. А вот переднюю линзу надо будет хорошенько ее почистить. Тоже зараза, блядь, поцарапанная. Все, оставляем линзоблок, аккуратно вкручиваем и затягиваем, естественно. Можно на самом деле затянуть даже руками. Так, пошло. Да. Обычно я затягиваю руками, этого хватает, потому что там ты, в принципе, не двигаешь. Так, аккуратненько. Затянули, все. Это готово. Ну, дополнительно потом надо будет тирануть. А вот здесь уже я попробую просто нагло выкрутить переднюю линзу, ее вылезать и все. Вот колечко. Все, вот кольцо вот этого сдвинули, и можно пальчиком его выкрутить. Вот он выкручивается. Потом будем ее очищать целенаправленно и уже аккуратненько. Сейчас нам нужно просто выкрутить и вытащить эту переднюю линзу и ее очистить. Все, пальцем выкручиваем, вот. Аккуратно. И просто да хоть на руку вываливать можно. Все. Дальше будем чистить. Нужно понять, это чистая или нет. Если чистая, хорошо. Если нет, надо будет чистить. Тоже на свет. Да, в него тупо залазили. Какой-то умник залазил, не справился и решил продать. Точно так же выкручиваем вот эту вот втулку, вот она держит между линзами. И уже будем прочищать это более как-то адекватно. Так, там я все более-менее продул, прочистил. Вот она, основная внешняя линза. Ее нужно очистить, чтобы понять вообще, что происходит. Сейчас я тут пшикну немножко на нее. И ее потом вылежим. И уже вытираем досуха. Полируем. И вставляем ее на место. Все. Зашла. И затягиваем. И вот аккуратненько это дело просто затягиваем. Затягиваем, затягиваем, затягиваем. Вот, все. Все, затянули. Ну и потом уже на чистовую вылизываем. Потому что пальцами это неизбежно, и неизбежно пальцы где-то в смазке, где-то в каком-то жире, где-то в пот. Потом еще приходится... Понятно, что можно работать в перчатках, но тоже эти перчатки моментально засираются. Все, более-менее все готово. Да, вполне, вполне. Передняя линза, ну, в общем-то, царапин практически нету. Все, кидаем теперь вестировочное колечко. Немножко на задней есть царапины, но это потому что донор такой плохой. И начинаем это дело потихоньку. По-моему, это нужно делать в самом открытом положении. И начинаем искать. По идее, все должно затянуться хорошо. Понял, в чем проблема? Проблема в юстировочном колечке. Оно просто недостаточной толщины или нужно еще одно. В итоге, как бы оно, если бы было еще одно, оно, наверное, идеально бы встало. Ну, пока будет так, главное, что ходит.
ходит диафрагма, все четко, все классно. Вот единственное, немножко туговато ходит. Ну, посмотрим, поработаем немножко. Может притрется, может я его немножко пересоберу. Ходит немножко туговато. Ну и, конечно, немножко люфтит. Но, как я уже показал, оно люфтит вообще на всех. Практически на всех. И я не совсем понимаю, как от этого можно избавиться. В целом протираем финально уже линзы. И можно будет его даже потестить. Итак, немножко я побегал с ним. Так, между делом по дороге. И сделал выводы. Все работает, все крутится, все хорошо. Передняя линза вообще состояние, как видно, отличное. Задняя, конечно, имеет царапины, но не смертельные. Да, то есть вот немножко она отливает малиновым. Все хорошо, все с ним замечательно. Крутит, бакешку крутит, все отбивает. Фото были сделаны специально только на самой открытой диафрагме на 2. Чтобы показать, есть ли какая-либо резкость, где он резкий, где не резкий, какие засветы ловит, пересветы. Естественно, если ее прикрывать, резкость будет намного-намного выше. Ну, понятно, потому что советские объективы почти все на открытой, на самой открытой, они начинают софтить, то есть давать такую мягкоту. Можно сказать, такой, как будто есть некий расфокус такой, ну, на самом деле фокус есть. Еще, естественно, так как однослойное просветление, то есть покрытие на линзах, не было на этих объективах мультипросветления, которое защищало хоть немножко от бликов. Пересветы он ловит, зайцев он ловит, все это ловит, но как бы то ни было, эти объективы, они все равно очень прикольные. Делая вывод, пусть будет у меня в копилке этот объектив, можно будет кого-то его задарить, можно на него что-то снимать, если особенно контролировать свет. Кстати, снимал я вот в обед, жесткий лютый свет. Просто прикрывался фильтром, поэтому если даже с более мягким светом работать, например, на закате или на рассвете, то будет все замечательно у него. Да, конечно, он ловит пересвет и ловит зайцев, особенно если это вот в зенит и оно жарит, как сейчас, плюс 35. Как бы то ни было, хорошее стекло, люблю я вот такие гелики, ну, есть небольшой вот люфтик, но я думаю, что это можно простить, и опять же, у них у всех этот люфт, ну, почти у всех, я заметил. Видимо, это просто особенность конструктива. Так что пробуйте. Классное стекло. Я реально люблю гелики. Вот ничего не могу. Именно 44.2. Ничего не могу с этим поделать. Вот он, Helios 44.2. Все, спасибо за внимание. Пробуйте. И я буду стараться делать еще и по железкам видосы. Надеюсь, отпуск позволит мне наверстать вот эти вот 3 месяца, которые я пропустил. Всем спасибо за внимание.